Я в эфире. Смотрите, народ. Так. Интересно. Кто-нибудь сможет теперь переключиться сюда? Только что я вел трансляцию, я пока водички попью, посижу тут под домом. Только что я делал одну трансляцию экспериментальную и хотел вам показать немножко Буэнос-Айрес, походить красиво. Попробовать, как получится. Но вышло, как всегда. То есть минут 15 поработало и отрубилось. Хотя я транслировал с GoPro-шки. Вот. И хотел попробовать, что с этого получится. Но народ дело такое. Так, кто-то сюда подключился. И еще раз объясню. Вел я только что трансляцию, хотел экспериментальную сделать. Перед этим 3 раза походил с GoPro-шкой. Думаю, ну все, вот возьму GoPro-шку и прямо с нее подцеплю на себя, буду идти, вы будете смотреть Буэнос-Айрес, буду показывать, хорошие районы буду показывать. И все вроде бы даже шло хорошо. Было много, подключилось, народ подключился, начал общаться. Я не успел, правда, ничего поотвечать, потому что потом начало вырубаться, и я таки не понял, в чем был прикол. То есть я, в принципе, понял, в чем был прикол в одном, но, по-моему, в другом тоже был прикол. Сейчас пойдем дальше. Вот тут я стою прямо около дома, вот видите. Собачки бегают, соседи бегают. Надеюсь, что сейчас это будет слышно и видно. Сейчас мы пошлем только в Telegram, что я уже здесь, ссылочку. Все. Пройдемся, значит, теперь с телефоном. Не так круто, как с GoPro-шкой, но надеюсь, что она будет идти. Так, переключим, чтобы вы что-то видели. Другое, не только меня. В чем получился прибамбас? Прибамбас получился в том, что я GoPro-шку должен был, на прошлой трансляции, я GoPro-шку должен был подключить через телефон. Телефон сделать свой как точка доступа. Но я не учел в том, что там был указан маленький лимит. Маленький лимит, я имею в виду этого самого, то есть до 1 гига интернета. И когда этот лимит на телефоне сработал, GoPro-шку начало отрубать. И пока отрубило полностью мою трансляцию, пока я с этим разобрался, вот сел, соответственно, получилось так, что моя трансляция пропала. То есть как, отрубилась нежданно-негаданно. Но я хотел вам походить, показать именно прямо, чтобы во время движений было все хорошо. Но мы постараемся кое-что сделать и телефоном. Так, привет из Канады. Були рыбки. О, Нила, спасибо, будем знать. Сейчас смотри, пойдем где-нибудь к какому-нибудь интересному парку. Сядем, у меня с собой есть тренога и сможем спокойно пообщаться. А пока, чтобы такие сильные рыбки не были, пройду, может, с телефона будет все-таки лучше, не надо будет... Это знаете, как получается? С GoPro-шки идет на телефон, с телефона идет в интернет. Одним словом, до хрена всяких было настроек. Нагородил огород, хотел как лучше, получилось как всегда. Так что вот. Зараз теж рывками. Рывками этот самый интернет идет или рывками... Так, сейчас найдем где-нибудь посидеть, значит. Сейчас найдем где-то присесть. Где-то прямо вот на улице присяду и все себе. Вон, пример, вон там около того дома. Не знаю, не услышали, не услышали. Вот сейчас перейдем на ту сторону и рывки прекратятся. Мы же такие простые, что можем себе найти, где попало постримить. Вот, к примеру, смотрите. Вот дом. Вот стульчик. Сядем, посидим, постримим. Ох, как вам такое? Как вам такое положение? И рывков будет меньше. Во. Так точно будет рывков меньше, если телефон будет на меня смотреть. Рассказывал как раз интересные истории про то, как сюда прилетел в то время. Нила тоже в такое время где-то приблизительно сюда летала, так что наверняка она тоже таким самым самолетом летела, как и я. А я рассказывал о том, как раньше в самолетах. Сейчас вот мы в отпуск собираемся скоро, потом будем показывать все. Но смотрю о том, что, в общем, на самолете полетим.
И смотрю, какие сейчас правила перелета, и там вот эти все ограничения. То не бери, это не бери, сумка не больше этого, не меньше этого, там это нельзя, то нельзя. В общем, блин, как ограничений там от чемоданов, смотри, там по сантиметрам меряй. Думаю, ё-моё, я так давно не летал. Последний раз, когда летал, вез, знаете, какое было ограничение? В стоимость билета, то есть входило еще чемодан 75 килограмм багажа. Вот я летал в Украину лет 15 назад. И когда назад летел, у меня было 2 чемодана, 150 килограмм можно было везти, бо я летел я и Николяс. На 2 пассажиров можно было везти с собой багаж 150 килограмм. Это уходило в стоимость билета. Я уже туда пихал, даже не знаю это самое, не знал, что туда можно напихать, чтобы было 150 килограмм. Теперь же, когда собираешься куда-то полететь, вот думаешь, ё-моё, это, ну, в общем, надо долго и нудно выбирать. И вот что-то мне вспомнилось, вот эти перелеты, думаю, когда еще не так давно было, там можно было тащить кучу вещей с собой, чтобы привезти. Можно было брать, что попало. В самолете разрешалось курить. Сейчас смотрю, там один рассказывал, говорит, электронную сигарету 2 раза дернул, там где-то в туалете закрылся, его там полиция на выходе арестовала с самолета. Ну, то, что засняли, что он там электронной сигаретой 2 раза попользовался, прикидайте. Я думаю, а мы летели, когда сюда в Аргентину в 96-м, можно было курить в салоне, спать на 4 сиденьях. Давали виски, водку, всякие спиртные напитки, блин, хоть упейся, хоть рачки лазь, лишь бы, блин, с самолета не выпрыгнул. По барабану все были правила. А то было. А сейчас с каждым годом, как бы думаешь, я вообще смотрю на это все дело, знаете как, смотрю и поражаюсь. Думаю, вот как бы с каждым годом раньше, когда были молодыми, думали, ну все будет же лучше жизнь. Я в плане не финансовой, я в плане того, что развиваться будут больше, там, допустим, когда-то полетели там в космос, потом там полетели на Луну. Ну, думаешь, в это время уже должны, ну, не знаю, там, летать между планетами только так, свободно, блин. А нет, все, когда приехали в Аргентину, в каждом магазине были промоторы, которые, девочки, которые раздавали всякую бесплатную продукцию по одной простой причине, что хотели, чтобы их товар продавался, фирме как-то раздавали. Там, когда жара наступала в Буэнос-Айресе, больше 35, по-моему, что-то такое, компании, которые воду выпускают, они привозили воду грузовиками, вставали вот на Кабиль-де Хураменто и просто стояли девочки, одетые в это самое, в рекламу этой компании, просто с грузовиков раздавали проходящим людям воду бесплатно, потому что жара. То есть чувствовалось, думаешь, ну будет развиваться больше и больше. Товаров становилось каждым разом больше. А теперь смотришь, вроде, блин, годы прошли, а все идет вообще какой-то ущербно становится. Товаров меньше, по барабану, качество хуже, никого не волнует, как бы, ну, никого не волнует рекламировать свои особо товары, потому что думает, ну, их все равно захотят или этот возьмут, или другого-то все равно нет. Соответственно, вот как бы смотришь, все сказки там раньше рассказывали, как мы там в космос летали, то все, теперь все эти страны не знают, как до этой единственной космической станции доскочить, блин, то ли на батуте, то ли без батута, блин, как это там вообще ее содержать, наверное, скоро вообще разберут уже. Не то, чтобы на другие полететь. Ну, понятно, сказки можно слушать, что мы там на Марс полетим, на то, на все, но пока что это сказки о реальности. Вся эта космическая отрасль уходит, как говорят, в убыток. И денег у них нет, на Луну больше никто не лазит. Так что так же и здесь. Все нормуль со стримом. В Техасе еще жара. Отлично. Отлично, что у вас жара. А у нас скоро будет жара. Сейчас в районе 18 градусов получается. И обещаю, ну, все-таки как-никак уже вчера весна наступила. 21 числа у нас наступает официально весна уже. Так что мы уже в весне. Смотрите, как на улице сейчас. Вот видите, очень много появляется новой зелени, свежей зелени именно, потому что зеленых деревьев в Аргентине и так круглогодично до черта.
Но в то же время, когда появляется именно весенняя зелень, она очень такая ярко-зеленая. Вон на деревьях уже появляется. Многие деревья уже цветут, многие уже отцвели, наподобие всяких вишен, черешень, абрикосов. Вот это хозяйство уже как бы даже и отцвело. И некоторые лопачо зацвело, такое дерево тоже национальное, фиолетовое. Конечно, еще до жакаранды нам долго, жакаранда будет где-то в ноябре цвести. Но все равно уже Буэнос-Айрес, как говорят, так хорошенько начинает меняться. Хотя еще много чего надо подождать. Смотрите. На улицах сейчас вот так. Зато, как всегда, солнечно. Вот чем мне нравится еще Буэнос-Айрес, тут всегда солнечно. Ну, не всегда, но если передавали дожди, а Бельграду район, это вообще какая-то это аномальная дыра по погоде. Я в смысле, что когда передают дожди и грозы, то тут хорошо, если дождик маленький пройдет. Вот в этот раз так и получилось. Передавали дожди и грозы, а на самом деле чуть-чуть. Хотя передавали такое, что будет и град, и везде был. То есть по телеку смотрим, там град, там град. Ну, то есть куча всякого такого вот, что во всех районах мы смотрели. Был град, была гроза. Где-то в пригороде, даже Висенте-Лопес, это вот совсем пригород рядышком с нами, стояли около гипермаркета, где мы закупаемся периодически. Стояли вот эти тачки, знаете, которые, ну, что ты в гипермаркет заезжаешь. И вот они на улице стояли, такая гроза была, что все эти тачки снесло водой, и они просто по улицам там, блин, эти все тачки, блин, плавали. Один там их ловили, снимали тиктоки, говорят, о, нашествие тачек, типа, блин, по этому самому. А у нас, ну, так, что-то пару раз погремело, пару раз где-то издалека молнию повидали, чуть-чуть поляпало. И когда смотришь на прогноз, говорит, у вас сейчас грозище идет, мы так на улицу смотрим, ну да, тучи есть, но грозы никакой нет. Так что у нас тут своя аномалия. Так, хотел... У нас. Так что, ребятки, скоро будем. Здесь вообще жарище начнется. Уже через неделю обещают, ну вот еще 3 дня будет таких, как чуть-чуть как бы похолодание, ну то есть до 18 градусов. Но уже через неделю, я думаю, будет в районе 20 стабильно. Ладненько, пойдем где-то в парчик посидим, покажу вам еще. Чуть не задалось так, как я хотел. Леонид, у вас есть друзья среди аргентинцев? Да, конечно, есть друзья среди аргентинцев. Ну, есть, как вам сказать, раньше было, можно даже сказать, немножко больше. Раньше я работал больше на улице с аргентинцами, соответственно, да, у меня были хорошие очень. И сейчас они есть, но просто мы реже теперь встречаемся. Живем в разных районах города, и у нас нет таких посиделок, знаете, там, вау, пригласил друзей, они приехали, сидим там, или у них, или... Вот раньше было чаще это дело, то есть мы, да, действительно ездили друг к другу домой, там, блин, готовили курицу, пили вино, ну, в таком духе, да, то есть прямо друзья были. Вот, помогали хорошо друг другу в плане даже там, ну, вот я летал там когда-то в Украину, у меня там денег не хватало. Раз там сказал товарищу, мне надо там полететь, ну, аргентинец, он, да, нет проблем, на столько-то там денег. А попросил у одного такого же соотечественника, то я не успел с аэропорта выйти, как он же стоял, отдай бабки. Назад, ну, отдал. Ну, в смысле того, что аргентинцы, конечно, попроще были. Да, есть у меня друзья среди аргентинцев. Я же говорю, что единственное, что мы не встречаемся сейчас так часто, как раньше. Раньше я занимался всякими уличной торговлей, продавал хот-доги, ставил всякие такие точки. Нас гоняло там, ну, в общем, уличная торговля не была настолько сильно разрешена, насколько мы хотели все-таки ей заниматься. И у нас был такой коллектив, и очень много было знакомых, и там я разнакомился с ребятами, с которыми потом
и остались дружить с семьями. У Светы тоже есть подруги аргентинские, с которыми даже они вот уже и не работают. Раньше они работали вместе, все время все праздновали, но все равно теперь они периодически, у них прямо этот коллектив уже давно нет этой работы, давно не работают вместе, но несколько раз в году они прямо вот собираются, идут в какую-то кафешку, съезжаются, спрашивают, кто в каком районе сегодня собираемся, идут в кафешку и сидят там полдня. Ну вот буквально сколько тут, недели 3 назад, ну они там посиделки делали свои аргентинские. Так, украинцам, что украинцам? Не понял. Я не понял, что про украинцев спросили. А, привет украинцам. А, привет. То есть там ручки еще нарисованы. Я просто только прочитал это. Привет, привет. Ой. Вот это, кстати, смотрите, школы. Вот сюда, кстати, Ник ходил учиться. Тут на каждом квартале это школа. Государственные школы, видите, вон там флаги висят. И здесь детей надо приводить в школу и забирать со школы младших классов. Я имею в виду не старшую, а младших классов. И если не пришел родитель забрать со школы ребенка, значит, вызовут комиссарию, отдадут в комиссарию, поедет, привезет полиция его, и потом вас оштрафует за то, что вы не взяли. Или надо писать доверенность какую-то, кто еще может прийти и забирать вашего ребенка. Вот это школа. Смотрите, тум. Это уже... Нет, тут, наверное, примария и секундария. Да, и примария, и секундария. Первая и вторая. То есть он ходил, по-моему, или только примария. Фиг его знает. Ну, в общем, тут куча школ, в которых есть примария, начальная типа школа, потом есть секундария. И в секундарии уже есть с уклоном на какую-то специальность, типа технику, что ли. Ну, не техника, наверное, ПТУ, наверное, как когда-то называлось. Профессиональное техническое училище. То есть оно и школа, но с уклоном не столько, чтобы там химию изучать какую-нибудь там туфту всю эту. А хотя вот, кстати, давайте насчет этого обсудим. Вот как вы считаете, вот аргентинские школы, да? Вот смотрите, мы сильно замечали о том, что аргентинские школы отличались от тех, в которых мы когда-то учились. Ну, то есть тут ничего не задавали на память всяких там стишков учить. Не было таких много всяких химий, там вот физик, вот этого всего. Такого не было. Больше как-то, ну такая, можно сказать, не настолько, с одной стороны, не настолько сильная школа, чтобы сказать, что вот там не учат физику, геометрию какую-то. То есть все так вот в этом вопросе прямо поверхностно. А с другой стороны, они себя чувствуют нормально в школах, веселятся, люди выходят нормальные, потом идут, и никому надо уже такая специальность, они уже идут там, ну, в университете, ты должен там специальность получать, а школа, она такая больше общеобразовательная, больше, чтобы ты научился жить в обществе, честно говоря. Мы вот тут недавно буквально обсуждали со Светой, Света говорит, вообще считаю, что до 12 лет надо в школу ходить, вот, чтобы научили читать, писать, считать и ассоциироваться в общество. А дальше уже по специальности, пускай каждый себе идет в специальную школу. И вот что-то приблизительное вот здесь с образованием тоже такое, что здесь вот научат вас как бы ассоциироваться с обществом, читать, писать, считать, общие такие понятия, но никаких вот этих, я не видел там алгоритмов каких-то сильных или там вот что-то каких-то геометрии, тригонометрии, еще какой-то фиговины. А потом начинаю вспоминать, думаю, ну вот я когда-то учил всю эту туфту в школе. И когда она в жизни мне пригодилась? Да ни разу. Ну вот просто, тупо ни разу. Думаешь, и наше вот это выносить мозг тогда вот всем этими, как говорят, политическими направлениями, там, блин, хреновой какой-то переписанной истории, блин, которые там все должны патриотическими выучиться. Ну, то есть вот столько в этих школах туфты всякой, которая потом в жизни да никогда не пригодится. Вот просто никогда и все. То есть те, кто конкретно хочет этим заниматься,
они идут и учатся в университетах, техникумах, еще в чем-то. Именно на эту специальность. А всей остальной массе оно просто забивание мозга, блин. Вот в Аргентине, слава богу, я такого не наблюдал, чтобы детям выносили мозг вот этой всей фиговиной. То есть хочешь потом, пожалуйста, университет, платный, бесплатный, какой хочешь. И учи себе все там по специальности. Хочешь врачом быть, хочешь еще кем-то быть, инженером. А вот в школе больше такая, чтобы ты просто был готов жить в обществе. Вот так где-то приблизительно скажем. Так, здрасте, подскажите, пожалуйста, сейчас остановлюсь, прочитаю. Просто надо, чтобы пройти. Так. Ух ты, угадали. Смотри, у вас просто интересный акцент. На Полесье, граница с Белоруссией, похоже. Угадали, я именно оттуда и есть. Именно с Полесья. Именно там, где боровики растут, где грибы хорошие. Вот, именно там я и родился. Вот в тех местах, в грибных местах, где грибом считается не всякая поганка, а где считается грибом белый гриб, где растут подосиновики, где чернику собирают люди ведрами. Вот, поняли, да? Вот такое. Подберезовики, подосиновики, черника, ежевика и все остальное. И где куча леса. Так что да, так оно и есть на самом деле. Вот, надо к вам из нашего летнего сезона, ваш летний, зимний сезон улететь и чилить. Конечно, надо. Почему бы и нет? Прилетайте, чильте. Тут, блин, основная масса 3 месяца может сидеть без визов. Ну, те, кто не хотят домой возвращаться, они подольше сидят без визов. Ну, как-то решают свои вопросы. Так, я уже пришел в парк. Сейчас я найду себе лавочку, и не будет скакать мой стрим так. И сможем пообщаться. Вот я уже даже вижу там лавочки, а я водички еще попью. Моя спортивная бутылка. Она сегодня была в спортзале уже. С утреца. Все, я уже вижу лавочку. Смотрите, как у нас тут стало хорошо в парке. Видите? Красота. Вон там вот тык. Есть лавочки, на которых можно посидеть, постримить. Если не будут собаки мешать. Знаете, да, вот это вот. Видите, площадка такая большая, обгороженная, вот это все для собачек. Там специальный пол сделанный, чтобы они лапы не это самое, там не земля, а вот этот такой, ну, в общем, искусственный пол у них. Поилки стоят, кулечки висят для того, чтобы убирать за ними. Мячики всякие валяются, и вот это все площадка для собак. А мы вот здесь посидим сейчас. Здесь пальма. Эта пальма еще при мне ее сажали. Ну, в смысле, маленькая еще была, когда я в этот парк начал ходить. Так, вот аргентинский флаг, чтобы все понимали, откуда мы ведем трансляцию. Вот она. На флагштоке. Так, где мы сядем? Вот здесь. Так, у меня тут блинкает Олег, что-то хочет. Так, собачки бегают. Будем, вот, теперь не будет мигать так сильно. Так что да, у нас летний сезон наступает интересный. Приезжайте. Единственное, не забывайте, что у нас сейчас все очень дорого. Доллар снова начал подрастать. Никто не верит в эту великую экономику. Доллар снова начал расти. И наше правительство снова просит в долг деньги для того, чтобы поддерживать курс доллара. Им надо продержаться до 26 числа октября. Почему я скажу 26, потому что 26 октября у нас в Аргентине будут снова выборы, вот эти парламентские. И большая вероятность того, что правящая партия не наберет большинства на этих выборах, а пролетит. А им это надо по-любому, потому что иначе они не смогут продвигать все свои идейки экономические. Соответственно, получается, что им надо до этого дня очень сильно держаться. И чтобы удержать доллар, чтобы он не рос, они продают, ну, во-первых, продали резервы, во-вторых, продают эти, знаете, в долг деньги возьмут,
у Международного валютного фонда. Потом это все, чтобы для удержания доллара запускают. Наш министр экономики сказал, продадим до последнего доллара, лишь бы удержать типа курс на месте. Хотя, с другой стороны, я не знаю, это что-то ерунда какая-то. Что значит брать доллары в долг, страну угонять в долг для того, чтобы держать курс до выборов. Еще месяц надо продержаться. Сегодня я по ТикТоку слышал, правда, ТикТок, знаете, может любой, что попало сказать, так что, может, это и неправда, а может и правда. Сказали, что вроде объявили, что они, ну, у нас есть такое, что если фермеры, скажем так, ну, будем их так называть, продают какую-то сельскохозяйственную продукцию за рубеж и получают доллары, то, как правило, у них, ну, там, в общем, хорошую часть отбирает правительство на этих долларах ихнего заработка. А теперь они типа сделали такой финт конем, сегодня объявили, что до 30 октября у них не будут отбирать вот вообще ничего, типа сколько продал, столько и оставил себе. Но почему-то этот финт конем только до 30 октября, то есть выборы 26-го до 30, а с 30 типа снова будем отбирать. В чем прикол, непонятно. То есть, если вы хотите сделать доброе дело фермерам, ну так скажите, там, не знаю, до 30-го года, а зачем до 30 октября? То есть, на 1 месяц, вау, какой фильм, только на месяц предвыборный. Так что, да, а то эти бабки, у нас все очень-очень дорого. Если хотите у нас тут чилить, и чильте себе. Так, подскажите, пожалуйста, нужно ли сейчас регистрировать свои посылки с Амазона? Поискаю, выдаешь, что это уже осталось еще 4 посылки без пошлин. Ну, смотрите, я вот на Амазоне купил последний раз подставку для камеры. Нигде ничего не регистрировал, но там было написано почта HDL, то есть вот это вот частная почта. И плюс Amazon уже брал налог на растаможку, ну, то есть аргентинский налог уже был заложен в цену. Соответственно, я так думаю, что они за эти деньги просто эта почта, ну, сама сделала растаможку. Соответственно, мне не надо было регистрировать. Как правило, регистрируем тогда, когда везется, частная почта делает растаможку сама. Если, ну, будет Корео Аргентины приносить почта Аргентины, тогда надо, ну, как бы заходить на сайт почты Аргентины и, да, там регистрировать эту посылку, писать, что в ней, и все в таком духе. А другие почты частные, они просто берут, уже в цену вкладывают в стоимость того, что они привезут, там растаможка уже есть. Когда колбаски готовить будем? Да будем. Просто мне надо срочненько, и еще я что-то рыбалку был подзапустил. Надо рыбацкий канал на себе напомнить, то есть надо 2 раза в неделю удочки и на рыбалку. Вот, нечего, так сказать, это просиживаться около телека. А Уругвай ведь тоже неплох. Ваше мнение? Так. Я скажу так, я в Уругвае был только, по-моему, то ли 2, то ли 3 раза, всего-навсего. И мне он показался, ну, все-таки таким более, что ли, сельскохозяйственным. Ну, правда, наверное, я не в самых крупных городах был, а больше по таким городкам мелким проезжал. То, ну, да, неплохо, в принципе. Многим нравится, но я не скажу, мне кажется, там еще дороже, чем в Уругвае. Во всяком случае, раньше точно так было. Аргентинцы, когда ехали на своих корабликах в Уругвай на выходные, это с собой продукт увезли, прикидайте. Так, что у меня тут включилось? Рекордс. Шумоподавление выключу. О, он у меня тут шумоподавление автоматом включил. Я думаю, что за байки у меня на микрофонах показывают. Ладно. Так что Уругвай, да, тоже неплох. Если хотите жить спокойно. Вообще в Южной Америке, мне кажется, что и в Чили жить можно. Многие люди, наши знакомые, в Чили живут. И в Аргентине жить можно, смотря чем ты занимаешься. То есть, в принципе, то, что мы там ноем, блин, все, вот политика, экономика, это мы ноем, потому что, ну, в данный момент, как бы, но он изменится. Даже у людей, которые работают, им не хватает. Но это не всегда так было, и я думаю, не всегда так будет. Но если у тебя с деньгами проблем нет, мало ли, может, у тебя
хорошие доходы по каким-то статьям существуют, за которые ты будешь жить, что тебе не надо будет переживать за доходы, то Аргентина еще лучше, чем Уругвай будет. То есть просто себе живи и наслаждайся жизнью. То есть если у тебя есть за что жить и наслаждаться жизнью. Вот. А если искать нету за что жить и наслаждаться жизнью, а надо будет зарабатывать, то тогда, конечно, надо искать уже страну, вряд ли Аргентина будет очень интересная для этого. Надо будет искать что-нибудь больше в Бразилии, в Чили. Вообще трудно будет, какая разница в какой стране, если у тебя нету денег, ты решил, что ты будешь зарабатывать их за рубежом, то, мне кажется, вообще в любой стране будет сложновато. Вот, так что хоть и в Америке будет сложновато, пойди заработай нафиг. Так что тут такое дело, я бы сказал вот честно, что тут самая такая основная проблема, которая существует, это деньги. Если деньги для человека не проблема, то в Аргентине он может жить просто превосходно. Кем работаете в этой прекрасной стране? Я компьютерами занимаюсь, я компьютерный техник. Сетями, компьютерами, серверами, автоматизацией, всем подряд. Страницами, ремонтирую, собираю, настраиваю. Вот этим занимаюсь. Так. Как же хочется в эту прекрасную страну. Я уже рассказывал, страна действительно прекрасная. И единственная в ней проблема – это бабки. И если деньги есть, если для многих это не проблема, они уже где-то себе, так сказать, запас наширили, как уже у каждого свой способ, как наширить, то тогда Аргентина – это та страна, где можно жить счастливо и наслаждаться жизнью. Если вопрос стоит, как здесь заработать, то это, я бы лучше не желал бы сюда, как говорят, кому-то говорить, что приедешь, ты тут себе найдешь работу, заработаешь. Ага. Может найдешь, а может ни хрена и не найдешь. Но зато смотрите, вчера закончилась зима, на улице 20 градусов, пальмы. Вот. Тут, кстати, у нас теперь в этом парке, вот там дальше детская площадка, там, процентов 60 это русские на площадке будут с детьми, и процентов 40 это будут аргентинцы. У нас тут очень много. Раньше было еще больше, процент. Теперь уже многие тоже поехали дальше за счастливой жизнью, и осталось меньше. Но все равно еще очень много. Так что еще все-таки люди ждут. Некоторые решили ждать 2 года своих. Тоже раньше просто приехал, родил, улетел. Паспорт дали. А теперь нет, надо 2 года здесь безвылазно посидеть, чтобы получить паспорт. Но многие, которые уже заехали и уже родили, и то, и все, они хотят не получить, и тоже остались. Но мы так прикидываем, что еще народ переполовинится, станет меньше года через 3. Потому что, не ровно через 2 года паспорта начнут давать. Через 2 года и чуть-чуть. И начнут там уже, выдавать тем паспорта, кто эти 2 года здесь высидел. А потом, когда они их получат, они тоже куда-нибудь поедут покататься с этими паспортами. Так что, хотя этот прогноз может и не сбыться. В каком плане? Во-первых, многие привыкнут, и в конечном итоге им здесь понравится. Это тоже случится, это всегда было, и сейчас будет. Из тех, кто ждет паспорта, а потом посмотрит, думает, да нафиг, нормально здесь, устроится, достанутся. Так что тоже может какая-то часть и не уехать. Это первое. Второе. И сюда может еще больше прибежать разных других, мало ли что там, белорусов каких-нибудь, еще кого-то. Тут сейчас такое творится в мире, что в любой момент может прибежать еще какая-нибудь национальность. Красота. Так. Приветик. Надеемся, все нормализуется. Конечно, нормализуется. Куда мы денемся? Тут всегда такое было и будет, и нормализуется. Просто обидно, конечно, что пока оно все нормализуется, годы-то проходят, да, то есть ты раз надеешься, вот выберем это, и нормализуется. Потом второй раз, выберем это, и нормализуется. И так потом смотришь, что было тебе там 30 лет, теперь тебе там за 60 лет, а ты все ждешь, пока оно нормализуется. То есть
Если бы это побыстрее нормализовалось, было бы лучше, конечно. А если придется сидеть и ждать, пока оно нормализуется, то это немножко, ну, как бы думаешь, ну, а когда? Слава богу, что вообще такая возможность существует. Хотя, я же говорю, если честно смотришь, думаешь, ну, люди вроде как должны развиваться, вроде как технологии развиваются, там искусственный интеллект появляется, а что-то политики дубовее и дубовее, блин, становятся. То ли переростки эти престарелые, то ли еще какая-то фиговина, то ли молодые недоумки. Одним словом, я так прикидываю, что скоро надо будет выбирать правительство, знаете кого? Искусственный интеллект. Он типа, блин, бабки не берет, домой не тянет, родственникам не раздает, а просто будет говорить там, что надо, куда, сколько чего положить и все. Надо подумать на этот вопрос. Надо уже скоро будет голосовать за искусственный интеллект, чтобы он, блин, правил бабками в странах. Министром экономики надо ставить искусственный интеллект. Потому что у неискусственного интеллекта вечно жадные глазки. Thanks. Витания. Спасибо. Да, пошлины были включены, и они запрашивали квил при оформлении заказа. Ну, значит, нигде вам записываться и не надо, просто ждите, посылка придет, и все, принесут на дом. Вот как хомяк коплю, чтобы переехать, а там руки и мозги вывезут. Ну, может быть, смотря опять же сколько лет и все такое, все-таки действительно, ну как, не все ж прямо там бомжуют. Конечно, всегда, ну, как бы ты сравниваешь с тем и думаешь, ну, может быть и лучше, могло бы быть и лучше, там, надеешься на что-то, но это же не значит, что все прямо тут уже поумирали. Нет, конечно, вон люди гуляют, отдыхают, в ресторанах сидят, в магазины ходят, в парках гуляют. Вон, видите. Там с собачками, вон сколько отдыхающих сидит. Газетки читают. Вот за мной, смотрите. Эти все лавочки заняты, если так присмотреться. Народ наслаждается. И молодежь, и старички. Тут перед этим я утром, когда зашел, сидели все эти старички, их привозят сюда часто в этот парк, который, ну вот дом престарелых, да, где престарелых издают там, допустим, и много у всех на колясочке сюда вот их привозят прямо, и они тут по часику в парке сидят, что-то общаются, там эти санитарки вокруг них там скачут, повывозят, сидят солнце, на солнышке здесь наслаждаются. Голуби скачут. Привет. Так, с семьей хочу уехать, нас 4 будет. Ну, значит, и хорошо, уезжайте. Если есть желание уехать, уезжайте, не ждите. Потому что, я же говорю, чем дольше ждать, тем больше что-то будет не состоится. Опять же, все-таки надо честно признаться, что в мире неспокойная обстановка. И пока что никаких признаков того, что она скоро успокоится, тоже нету. А вот признаки того, что разгорится еще больше, точно есть. Так что чем дальше от шизиков, тем лучше. Если учить испанский для Аргентины, лучше искать курсы с уклоном на аргентинский и испанский, или можно спокойно учить классический испанский. Насколько большая разница в повседневном общении? Да практически никакой разницы. Будете знать классический испанский, будете тоже общаться нормально. Есть некоторые акценты, некоторые слова, которые, конечно, мы, ну, как бы, можно понять, что вот этот аргентинец разговаривает, а это с Испании приехал испаньол. Ну, и в телеке можно понять, и в жизни можно понять, но все равно, как бы там ни было, вы поймете и вас поймут. Так что без разницы, какой вы будете учить. Это не такие уж сильно разные. Некоторые произношения некоторых букв, плюс привычки такие есть, знаете, как вам сказать. Допустим, что выдаст сразу вот испанца, именно испанца с Испании, да? Вале. У них через слово, как мать-перемать у нас, там, у русскоязычных, так у них вале, типа пойдет, ну, типа да. И вот это у них, вот это вале, через каждые 2 слова он что-нибудь говорит. Ой, возьмите, включите на испанском это и посмотрите. Вале. То есть они без этого вале как бы себя и не считают, ну, как бы, как у нас вот это, знаете, там, вот послушайте.
нашу речь, я же говорю, там постоянно какие-то матюки, какие-то ругательства вставлены, там, хрен через хрен каждую секунду. Так вот у испанцев вали, у аргентинцев этого вали, конечно, нет. Ну, если совсем брать такой, это мало чем отличается. То есть, если вы не будете бесконечно говорить вали, то, в принципе, у вас в основном все поймут. Или там эли, два эли, тут больше на ж произносят, то есть каже, а там кали, то есть вот, ну, чуть-чуть совсем. Без разницы. Я не думаю, что это вообще каким-то будет как бы преградой для того, чтобы здесь общаться, если вы будете знать испанский. Я же говорю, только не употребляйте каждые два слова, не говорите вали, да и все будет нормально. Вот. Я вообще учил язык на улице, скажем так. Я не учил язык до приезда сюда. Тогда не было переводчиков, тогда не было интернета. Я приехал с таким словариком толстеньким такой, и русско-испанский словарь. И тебе что-то скажут, ты на слух ищешь в этом словарике, начинаешь под слово переводить, думать, что там. Сейчас же это, в принципе, все ходят даже с телефонами, через телефоны переводчики. Потом аргентинцы, они очень, ну, отзывчивые, очень такие доброжелательные в этом вопросе к иностранцам. Вы даже по комментариям по моим посмотрите, они там всем, ой, блин, bienvenido под моими видео, ой, мы их так хорошо любим, чтобы к нам приезжали. Аргентина типа здоровая, придите все сюда. Так что они вас научат, никто с вас смеяться на улице не будет о том, если вы будете говорить что-то неправильно или будете там сочинять, как бы и два слова знаешь, три не знаешь, что-то руками поможешь, что-то покиваешь, что-то пальцем укаешь, что типа вот это тебе надо, да и все. Разберетесь. Это меньше всего, за что нужно переживать. То есть, конечно, язык для того, чтобы найти работу, работать, общаться, вести бизнес, ну, с аргентинцами, я имею в виду, для этого он обязательно нужен, спору нет. Как вы будете доказывать, что вы умеете что-то делать, если вы не знаете на языках? Конечно, это нужно. Но в то же время в обычной жизни, если вдруг, мало ли, у кого-то там удаленная работа, просто хороший запас денег, то даже если вы не будете знать языка, вы выкрутитесь, потому что, во-первых, переводчики везде, в любом телефоне существуют, во-вторых, можете какие-то слова знать, какое-то пальцем показать, что хочу это и все, чао. Это все до лампочки, не самое. Главное решиться, желание, знать, что тебе это нужно, схватил, как говорят, деньги, детей под мышку, в чемодан, пару рубашек и вперед. Если кому это реально нужно. А если кто сомневается, то, конечно, надо еще 100 раз подумать, нужно ли вам здесь. Потому что точно существуют лучшие страны, ну, которые там, я часто, вот меня спрашивают, украинцы, кстати, недавно тоже спрашивал через одного, который здесь помогает, ну, как бы украинцам. Ну, вы все знаете, Саша мне, который пельмени делает, у него была проблема с тем, что он помогал украинцам, и там его преследовали в России, он сюда переехал. И вот недавно тоже писал, что к нему обращаются до сих пор, именно он этим занимался, что вот хотят с Европы сюда переехать. Я подсказываю, здесь единственное, что для украинцев плюс, наверное, плюс по сравнению со всеми другими странами, это единственное, что дают документы. Пока что. Пока наше правительство еще на это не обратило внимания. Могут и перекрыть. Пока что дают документы. То есть сразу ты можешь получить вид на жительство на 3 года и потом подать на гражданство и остаться навсегда. Но минус больше ничего. Вообще ничего. То есть там меня спрашивали, ну, может, какие церкви, может, какие-то общества. Да, церкви существуют, общества существуют, но они не для этого созданы, чтобы здесь помогать. Они там попляшут, там что-то походят с плакатами, там что-то посчитают, концерты проведут, но не те, которые вас поселят, будут вас содержать, будут вам помогать, вы не будете работать, ходить, как говорят, это, и жить. Нет. Не будет, никого не интересует, будете вы вот в этом парке спать или где вы будете спать. То есть тут не такой вот, видите, хотя здесь тепло. Тут такой помощи нету, как в Европе, что там дают, там, ну, не знаю, там, то ли каждая страна по-разному, но некоторым, я знаю, там и до 1000 евро получают. Ну, конечно, можно ходить, как говорят, ну,
думать о другом, не думать о деньгах. Здесь этого нет, здесь надо самим зарабатывать. Самим оплачивать жилье, свет, интернет, покупать продукты, никаких исключений нет. Найти квартиру, за эту квартиру заработать, заплатить. То есть только вот это вот. Погода, нормальные отношения людей и документы, чтобы жить. А дальше крутись как хочешь, как белка в колесе. Вот. Другим, типа русским, еще хуже, хотя многие сюда сейчас едут, и очень многие больше, конечно, чем украинцев сюда едет русских. Но в то же время сейчас чуток меньше стало, потому что ехали за паспортами. Теперь только те, которые хотят уехать со страны, а не те, которые прямо за паспортами. То сюда уже, конечно, поток не такой. То есть уже не летят самолеты беременных. Хотя бы в этом как бы туры прекратились эти. А едут только те люди, которые решили, все, нафиг, хочу подальше от этого всего дурдома, уеду, буду жить и все, спокойно. Вот такие едут пока что. Но в то же время им еще хуже. Я в каком плане говорю? Это же для украинцев сделали, что из-за войны им начали давать вот эти вот документы. А этим не дают документы просто так, халявно. Им надо выкручиваться, им надо то ли по учебе, то ли по женитьбе, то ли еще по каким-то причинам. Но многие находят и останутся, и остаются, и будут жить здесь. Спору нет. То есть, в принципе, я считаю так. Кто совсем упрется рогом и скажет, я хочу жить в Аргентине, тот точно останется и будет здесь жить. Вот останется и все. Ну, а, конечно, кто будет ждать, что все ему там что-то дадут, не, ну, как бы по правилам, то не, по правилам тут не останешься. Здесь не та страна, как сказать, здесь угрожает, рассказывают, всякие законы издают, но не та страна, где бегают и ловят там нелегалов. То есть вот я не видел таких, знаете, рейды там каких-то миграционных служб, кроме, было несколько раз такое за всю историю моей жизни здесь, что были налеты миграционных служб на определенные организации там или магазины, или что, когда уже на них подавали там, ну, в общем, была какая-то денунция, что они там что-то не тем занимаются, какие-то национальности там что-то организовала, тогда там на этот клуб еще на что-то там были налеты и там высылали некоторых. Ну, это, во-первых, было очень редко, во-вторых, это касалось совсем других наций, а в-третьих, это было по наводке того, что они просто занимались херней, ну и, соответственно, их там уже просто уже зачищали и высылали. Но это такое было и очень давно. А так, чтобы по улицам там ездили, остановил полицейский, хоба, у тебя там виза просрочена или что, и тебя там куда-то повез, и тебя куда-то отправили, без того, что ты там нарушил закон или еще что-нибудь. Такого я пока не слышал. Слава богу, тут такого пока нету. Канада платить українцям, але вже програму закрили. Більше не набирає іммігрантів. Это да. Да, было такое, было в Канаде тоже. Ну, еще все равно есть всякие Норвегии, там, сям, вот Испания. Я не знаю, мне кажется, если есть возможность поехать в Испанию, а не в Аргентину, наверное, украинцам лучше было в Испанию поехать. Язык тот же самый, тепло, красиво, в принципе, приблизительно, где-то рядом что-то жизнь ходит. В то же время на своем континенте в любой момент, когда захочется все-таки вернуться или там переехать, или что-то закончится, всегда, ну, поближе будет, чем отсюда все забираться. Это уже Аргентина для тех, которые решили уехать и уехать. Вот это для этих Аргентина. А тех, кто как бы на время, я бы не рекомендовал так далеко запираться. Легче найти хороших стран, какие-то там поближе на своем континенте. Наверняка там присутствуют еще страны. Вон, Болгария какая-нибудь, еще что-то такое. Ну, я, конечно, не знаю точно, но мне так кажется, что если бы я не был уверен на то, что я уезжаю навсегда, я бы, наверное, искал что-то на время, ну, типа, может да, может нет, то я бы искал что-нибудь поближе все-таки к дому. Так. Скоро здесь все будет цвести. Ну, вот. Аргентина это вот такое, видите.
Ну, не забываем, я же говорю, весна вчера только наступила. Еще вот после дождя позбивало все листья старые с деревьев. Все валяется на полу. Еще не позагребали даже. Но уже в то же время и цветет, все классно. Так. Что вам еще показать такого? Ну, если ходить, наверное, будет трястись, будет неинтересно. А, тут меня все обсуждали, что... Ну, не обсуждали, там спрашивали, я даже отвечал. Что-то у вас в парках нету спортивных площадок. Ну, типа вот этих государственных снарядов. Так я вам покажу, что есть у нас спортивные. И где попало, в любом парке есть. Вот, сейчас пойдем посмотрим. Ну, я имею в виду не детский, а именно в любом парке сейчас есть вот эти вот снаряды. Так что кто там меня спрашивал в прошлый раз и писал, что он знает, что нет, то я там уже отвечал, во-первых, а во-вторых, прямо пойду и покажу. Смотрите. Хотя еще и спортзалы существуют, не только эти самые. Ну и сюда люди приходят. А еще, знаете, здесь же... Это после пандемии завелась такая мода, что многие приходят в парк заниматься, даже вот эти все тренеры, фитнес-тренеры, все, раньше они только в спортзалы приглашали, а теперь они приезжают на машинах со своими всякими оборудованиями, ковриками, резинками, совсем свою группу в парке собирает и занимается в парках. Он человек босиком на травке, вот там вот снял тапочки и босиком на травке себе занимается. Вот смотрите, вот он спортивные снаряды. Садись, работа. Я просто сегодня уже в спортзале час пофигачил штангами, так что для меня уже не так. Аргентинцам по барабану. Они привыкли сидеть на траве, ходить босиком. Вот это все. То есть тут это, никто не обращает внимания на это. Смотрите. Сейчас, понятно, рабочее время. Нету столько, но народу. Но, в принципе, вот. Все есть. И детские площадки у нас тоже хорошенькие. Когда-то еще наш ник был маленьким. И мы этот самый на эту детскую площадку приходили. И эта детская площадка была, ну, в общем, несколько качель и такая засыпана песком. Теперь же все попеределывали давно, все попеределывали так, что ну, везде уже там покрытие искусственное на этих всех детских площадках. А сейчас заглянем. Сейчас пройдемся. Так. Что, больше никого, 29 человек, сколько лайков? 16, половина стесняется, ну ничего, стесняется половина лайки ставить. Хорошо, хоть кто-то там сердечки тыкал-то, хоть люди смогли подключиться, смотрите. Видите? Довольно цивильно. Все. Здесь постоянно убирается в парках. Есть специальные работники, которые смотрят и за порядком, и уборщики. То есть тут парки не запущенные. Хотя здесь и детская площадка, и спортивные поделали специальные такие площадки в парках. Кроме вот тех тренажеров, так как аргентинцы любят играть в футбол, ну вон впереди, смотрите, два работника, видите, с мешком и с граблями. Они постоянно убирают. Здесь же футбол играют или для фитнес-тренировок поделали тоже специальные площадки. Вот сейчас покажу. То есть для этих, я же говорил, что вот когда приходят, там фитнес всякий. Очень многие аргентинцы сейчас, допустим, если там день рождения ребенка, они приходят и день рождения в парке празднуют. Сюда привозят шарики, столы ставят, детей кучу приглашают. Вот
гонять в футбол. Пожалуйста, прямо в парке. Вон зеленое покрытие. И гоняйте сколько хотите. Ладненько. Потрындели языком. Пойду-ка я что-нибудь другими делами еще позанимаюсь. Еще нужно кое-какие видео поскладывать. Опять же, сегодня принесли компьютер на ремонт. Надо его хотя бы посмотреть. А то пока я с спортзала пришел, Света говорит, тебе компьютер на ремонт приперли. Хорошо. Сказала, что через день будет. Так что надо идти его поремонтировать. Всем пока.